Ну, счастлив ты, короче говоря, да? Ну, вау. Продолжайте движение. Привет! Привет, дорогие мои! Давно мы с вами не виделись, потому что нас заливало дождем, да плюс еще и компьютер у меня был поломан. Но слава богу, я его починил. По всем улицам развешаны флаги, потому что в понедельник, как вы знаете, 1 мая. А 1 мая это далеко не советский праздник, если кто не знает. Солнышко светит, друзья, меня это безумно радует, но еще меня радует то, что зацвел рапс. Потому что, друзья мои, именно он будет восполнять то самое отсутствие солнышка в эти дождливые дни. Да-да, он будет светиться и радовать нас своими желтыми цветочками. Помните видео про рыбалку, которое я снимал? Ссылку я оставлю в описании к ролику. Так вот, тот самый Петя, с которым мы хотели узнать про рыбалку в Чехии, сегодня первый раз пошел на рыбалку. И я вам это сейчас покажу. Посмотрим, что у них там наловилось. Дорога-то вся грязная. Сейчас мы тихонько подкрадемся и посмотрим, что они там поймали. Ну, здорово, друзья! Красиво, здорово. Привет, дорогой. Привет. Ну что, хвастаться есть чем? Хвостами. Хвостами? Большими? Да, не убегай, Коля. Оп. Ой, какой жирненький, хороший. Как Ты счастлив, а? Ну, счастлив ты, короче говоря, да? Ну, вау. Ну что, друзья, не будем им уже мешать. Единственное, что я хочу сказать, друзья, помните, я рассказывал вам про бар, абсент-бар моего друга Ильи. Вы же точно будете здесь на майские праздники? Так навестите обязательно. Переходите. Да, я оставлю скидочку в виде такого купона, который вам нужно распечатать в описании к этому видео. Распечатайте, относите и будете иметь 10% от нас лично. Да? Пока-пока. Только что мне позвонили, говорят, приезжай, мы выловили большого карпа, где-то сантиметров 50, но, к сожалению, я уже достаточно прилично отъехал, не поеду обратно, времени нет. В следующий раз вам это как-нибудь сниму, тем более, что им надо его отпустить, потому что по условиям этого рыбника, ну, такого размера рыбы они выпускаются обратно. Я, кстати, хотел сделать одно небольшое объявление-заявление. Дело в том, что я стал, из-за того, что у меня не было компьютера, я стал достаточно часто проводить онлайн-трансляции, и, на мой взгляд, они стали портить моему каналу в связи с тем, что, ну, просто новые зрители, приходя, видят огромное количество этих трансляций, не понимают вообще, о чем речь,
А ведь речь совершенно о другом. Да, вы понимаете, что я совершенно другими видео, в общем-то, занимаюсь. А онлайн-трансляция это только для того, чтобы была возможность с вами общаться. Поэтому вот что я придумал. Я решил перенести онлайн-трансляции на отдельный канал, скажем так, дополнительный, который я создал. Ссылку на него вы увидите сейчас вот здесь вот подо мной на экране. И также ссылка будет находиться в описании к видео. Пожалуйста, друзья, приходите туда и подпишитесь на этот канал по причине того, что я не смогу вести онлайн-трансляции с телефона до тех пор, пока у меня там не будет 1000 подписчиков. Так-то с компьютера дома я могу это делать, а вот с телефона можно только, когда у тебя есть 1000 подписчиков. Поэтому, друзья мои, подписывайтесь на канал, и буду вещать там. И те, кому нравится со мной общаться, будут приходить туда. Те, кому нравится смотреть мои видео, будут смотреть их здесь. Но мне осталось заехать за Таней и ее забрать. О! Ты уже здесь? Привет, привет! Это я волшебник. Мы решили с Танюшей перекусить, потому что в животиках у нас булькает. А пока мы ищем дорогу к ресторану, вы можете посмотреть, как Таня кормила нутрий. Я не смогла пережить того момента, когда Володя их увидела, я их не видела. Да, пришлось Таню вести на следующий день. Пришлось меня вести, и я таких кормила. Да. Поверните налево. Здесь такие цены шикарные вообще. Вот Таня аж озадачена. Я хочу все съесть. Да, цены дешевые и очень вкусные, дорогие. Мы решили взять сейчас себе по стейку из оленя. Я вам сейчас все покажу. Это олень, ребята, олень. Когда-то это место нам показали наши знакомые из Беровна, а сегодня мы делимся этим местом с вами, друзья. Слушайте, хороший ресторан, действительно. Вот сколько раз здесь бываем, конечно, там не супер антураж какой-то, да, не супер, но потрясающие совершенно блюда. И вот мы сейчас отдали за двоих с водой стейк из оленя 430 крон. 430 крон, то есть, грубо говоря, по 200, по 100, сейчас я вам скажу, сколько он стоил. Это было самое дорогое блюдо, друзья. 196 крон. 196 крон. Это, грубо говоря, разделить, если на 25, это сколько? 8 долларов, да? 8 долларов. Друзья мои, но в центре, в Праге, бы это стоило в 2,5 раза дороже.
Поэтому, как бы, рекомендуем вам это место, поставим ссылку. Находится оно недалеко от Бироуна, да. И если вы едете, допустим, посещать замок Чевоклад или Карлштейн, то вы можете спокойно сюда заехать пообедать. Находится на таком холме, называется Свата, место, где он находится. А ресторан называется, сейчас я вам скажу, я, честно говоря, даже забыл, как он называется. На Свате. Все очень просто. Так что вот так вот. Друзья мои, мы приехали в замок Збирох. Он находится в 45 километров от границы Праги по направлению к городу Плзень. И, наверное, это один из таинственнейших замков Чехии. Первые упоминания об этом замке восходят к началу 13 века. И его название Збирох буквально означает «собирай рога», да? Потому что по легенде охотники, поднявшись на этот холм, обнаружили, что здесь очень много сброшенных рогов оленей. Их это так поразило, что они решили поставить здесь замок. Кто только не был владельцами этого замка. И Пшемысл Отакар II, и Рудольф II. А знатных гостей в этом месте перебывало, ну, несчетное количество. И Карл IV здесь пиры закатывал. И даже Альфонс Муха, известнейший художник, написал здесь свою славянскую эпопею. Мы с Таней дошли до обрыва. Мало кто знает, что Карл IV останавливался здесь со своей первой женой Бланкой и жил до тех пор, пока пражскую резиденцию строили. Потом он уже стал императором Священной Римской империи, ну и так далее. А тайны, которые здесь сокрыты, до сих пор морочат голову различным искателям приключений, потому что, ну, например, здесь есть колодец глубиной 168 метров, как говорят. И, по сути, это самый глубокий колодец на континенте. Говорят, что на самом дне от него отходит тоннель, который сейчас замурован и напичкан полностью взрывчаткой, что его нельзя открыть. Говорят, что здесь хранится даже янтарная комната, которую фашисты украли из Санкт-Петербурга. Но не думаю, что это правда, дорогие мои. А одно еще интересное, это то, что здесь даже в сегодняшние дни заседает масонская ложа. Да-да. Устраивают они свои здесь какие-то празднества. Масон это. Во время Второй мировой войны это здание облюбовали
нацисты и устроили здесь штаб СС с радиостанцией. Удивительно из этого то, что они, поставив здесь радиостанцию, которая в обычном месте вещала на 30-40 там километров, с этой точки вещала на несколько тысяч. Для них это было очень удивительно. Полы в этом здании были сделаны из яшмы, и они отражали радиосигнал. Поэтому они их закатали в бетон, что очень жаль. Но и после войны, когда сюда уже пришли коммунисты, они здесь также основали радиолокационную станцию, самую большую в Варшавском договоре. Да-да, она была именно здесь. И доступно это здание для туристов стало только после 1997 года. Вот такая вот история. Вовнутрь здания мы не пошли на экскурсию, потому что, ну, во-первых, нужно что-то оставить для вас. Сходите туда сами, там очень интересная экскурсия. И, собственно говоря, все, о чем я вам рассказывал, увидите сами. На этом наше субботнее приключение здания заканчивается. Мы рады, что вы в очередной раз досмотрели это видео до конца. Если не обманываете. Пока-пока, дорогие мои. Завтра у нас будет праздник Чародейница, поэтому мы будем его снимать. Что это за праздник, я расскажу вам позже. Пока!